Добрый вечер всем. Я .NET разработчик компании Smart Business. И сегодня поговорим, хотелось бы сказать, как встроить графику Power BI в ваше ASP.NET приложение. Начнем с того, что вообще такое. Мы будем говорить конкретно про Power BI Embedded, то есть более известный сейчас сервис Power BI, да, который доступен через подписку Office 365. Power BI Embedded это немножко другое, то есть в чем между ними разница? Это Power BI, сам сервис предназначен для того, чтобы использоваться в Enterprise, то есть когда у вас есть какая-то некая Active Directory, да, то есть где есть ваши сотрудники, например, да, и вы можете их подключить, то есть настроить там права доступа, да, и показывать графику по всем ним. Power BI Embedded имеет немножко другую цель. Он предназначен для того, чтобы использоваться именно в чьих-то конкретных приложениях. То есть если вы хотите разработать некое ASP.NET приложение и хотите графику Power BI показывать на одной из ваших страниц, да, то есть показывать некую функциональность, да, с помощью этой графики. Собственно, как он работает, общая схема здесь указана на слайде. Мы можем подключить некий источник данных, будь то или Azure SQL Database, или другие какие-то Azure источники данных. При этом эти данные источники доступны через Direct Query, а также мы можем просто импортировать некоторые таблички, да, то есть некую структуру базы данных мы можем импортировать непосредственно в нашу модель, которая будет сформирована. Мы сегодня посмотрим, как делать модель для того, которая будет показываться, вот некий репорт, да, который будет показываться в вашем приложении. Далее. Да. А вот это Power BI Embedded, он только для ASP.NET приложений? Или уже можно и какие-то любые там WP-приложения, например, вышные? Насколько я помню, какая суть, то есть это чуть позже я планирую дойти, но смотрите, там получается, что как показывается графика Power BI, она показывается через iFrame, да, то есть загружается iFrame, в iFrame загружаются непосредственно все вот эти репорты, да, то есть они через source, какой-то source указывается, они показываются, да, у вас в этом iFrame. Соответственно, данная графика будет поддерживаться везде, где поддерживается iFrame, да, то есть есть на данный момент, сейчас до этого дойдем, есть JavaScript SDK и .NET SDK, да, то есть, в принципе, вы можете использовать это и нативно, да, в JavaScript, то есть не обязательно, что обязательно это в ASP.NET приложении. Просто сегодня мы будем показывать это в ASP.NET приложении, но везде, где будет поддерживаться iFrame, вы сможете это использовать, да, написав или самому, или использовав SDK, то есть это уже как вам будет удобно. И далее, после того, как вы сформировали модель, то есть это Power BI Desktop, это некое программное обеспечение, которое поможет нам, я покажу сегодня как, построить модель данных, которая у нас будет демонстрироваться. После этого все это демонстрируется в вашем приложении. В следующем слайде, что у нас нового появилось в Power BI Embedded. Буквально совсем недавно, 11 июля, он вышел из стадии превью, да, в стабильную версию. Соответственно, стали доступны .NET и JavaScript SDK в стабильной версии, REST API стала доступна. Для вызова Power BI теперь необходимы только ключи API, которые мы посмотрим указаны в Azure. И не нужно каждый раз генерировать токен. То есть токен нужен только когда для каждого отдельного пользователя показывается сам репорт, тогда генерируется токен. Для того, чтобы подключиться и получить репорты, теперь не нужно каждый раз генерировать токен, вы только в своем приложении сохраняете API-ключи из вашего workspace Power BI, но мы тоже это посмотрим, и, соответственно, потом достаете все репорты из вашего workspace. Ну и также Power BI Embedded был локализирован на все языки, которых доступен Microsoft Azure. Здесь показана более подробная схема, как работает этот сервис. У нас есть некий разработчик, есть некие доступные ему Azure подписки. Соответственно, в одной из этих Azure подписок он может создать Workspace Collections, то есть коллекцию вот этих вот пространств, где он укажет endpoinты, где указаны и юзеры, и ключи, и как к этому подключаться всему. То есть здесь же указывается, откуда источники данных, какие мы будем подтягивать. В этой коллекции workspace мы создаем, соответственно, непосредственно один workspace, да,
куда можем загрузить несколько датасетов, да, которые мы будем непосредственно показывать. Это все проецируется вам в приложение, и это видит конечный пользователь. Вот такая вот архитектура работы. Следующее, как проходит. Также можно настроить аутентификацию некую. То есть не всегда нам ставятся задачи, что все должны видеть информацию по всем репортам. Да? То есть мы должны иногда фильтровать информацию, которую видит тот или иной человек. Для этого у нас есть аутентификация, авторизация. Да? То есть мы заводим некоторых пользователей, которые обращаются с помощью токена. Мы расшифруем, покажу, как расшифровывается токен. У него есть структура некая. И по этой структуре определяется, имеет пользователь доступ к той или иной информации в вашем workspace. Как правило, токен генерируется на 5 минут, да, и он выдается конкретному человеку на запрос его. После этого он получает репорт. Следующий слайд – это непосредственно вот сама структура токена. То есть здесь у нас мы видим такие поля, как версия токена есть, но они более-менее существенные. То есть аудиенция, получатель токена, это как у нас сейчас на данный момент стабильный вот этот тут веб-адрес. Приложение, которое запрашивает, тип токена пока только Embed имеет тип. Также имя workspace, ID вашего, точнее имя вашей коллекции workspace, ID workspace и непосредственно ID репорта. И что самое важное, вот здесь есть у нас опциональные поля, имя пользователя и его роль, да, то есть и также expiration, время, то есть сколько ваш токен будет действовать. Все это мы можем задавать, соответственно, этим валидировать некий доступ к вашим репортам. Более подробно, как мы это все регулируем, это все называется Role Level Security. И у нас есть пользователи некоторые, которые, соответственно, относятся как отношение многие ко многим к ролям. То есть они принадлежат к разным ролям, и для каждой роли у нас указаны некие правила, которые являются, по сути, фильтрами обычными. То есть что если пользователь принадлежит к какой-то роли, каким образом для него отфильтровать все эти данные. Теперь хотелось бы показать демо некоторые. Для начала давайте посмотрим, как нам создать модель. Сейчас закроем. Вот, собственно, сама программа Power BI Desktop, где мы создаем первоначально, перед тем, как начинать вообще любое проектирование нашего приложения, мы создаем нашу модель, наш репорт. Здесь нам доступны разного типа диаграммы, да, то есть мы можем их делать больше, меньше. Также мы можем получить данные. То есть у нас сейчас вот на данный момент доступно очень много коннекторов, то есть это как Excel, JSON, из каких-то файлов, как из баз данных, то есть вот эти все коннекторы, вот со всех этих служб можно подтянуть данные. То есть даже из, как мы видим, вот Facebook, Dynamics CRM, мы можем это присоединить, указать некий connection string, да, и с помощью нее будут подтягиваться данные в наш репорт. Можем также настраивать фон, цвета, как это будет работать. То есть нам все доступно в этом плане. Сейчас я покажу я сделал готовую модель. На которой мы посмотрим, как это происходит. У нас вот есть такая модель, которая показывает, по сути, статистику продаж по разным регионам. Она у нас меняется в зависимости от того, какой мы регион выбираем. То есть она динамичная. И у нас также есть несколько других диаграмм. Вот так это выглядит модель, которая более-менее сформированная, красиво. Да? Что мы дальше с этим можем сделать? Мы имеем этот файлик модели. Дальше мы должны открыть наше, даже не так, сначала мы открываем Azure, и мы видим здесь, я создал
непосредственно мы можем, если это будет делаться изначально, то мы идем в портал Azure, нажимаем кнопку «Создать» и видим здесь разделы. Нажимаем «Данные и аналитика», и здесь у нас доступен сервис Power BI Embedded. После чего мы выбираем имя. Это на данном этапе мы создаем именно коллекцию рабочих областей, да, то есть это Workspace Collections. Выбираем подписку, также выбираем какой-то регион, который ближе к нам, например. То есть на данном случае у нас будет Западная Европа ближе всего. И создаем, таким образом мы создали коллекцию. На данный момент, видимо, что из-за того, что сам сервис вышел совсем недавно, то через портал Azure еще недоступны все функции, то есть создание workspace непосредственно в нем и как бы загрузки в него этой модели. Поэтому все сейчас делается через API, то есть SDK, который предоставляет Microsoft, да? Ну или через REST API, если как бы это SDK вам не подходит. Прямо на сайте в документации Microsoft есть консолька, которая помогает вам засетапить как бы ваш проект. И я не знаю, сколько видно. Здесь есть... Сейчас. Нет. В общем, какие шаги здесь доступны? Все первые 3 шага мы по сути сделали, то есть это создать новый workspace, получить всю информацию о созданной коллекции workspace. И нас конкретно интересует в этом консольном приложении создать новый workspace и загрузить в него модель. Вы можете скачать, в конце презентации будет указана ссылка на скачивание этой консоли, консольного приложения, с помощью которого вы сможете это все настроить. Мы уже загрузили в наш workspace, в нашу коллекцию workspace. Вот он создан у нас одна рабочая область, и я в него загрузил модель, которая была только что показана. Соответственно, после этого вам нужно создать некие ключи в вашем веб-приложении. В веб-конфиге, например, это сделано вот сейчас. То есть мы сохраняем API URL, это всегда API Power BI. Я, наверное, увеличу, потому что плохо видно. Так, лучше видно или больше еще сделать? Хорошо. Вот, то есть это всегда Power BI, это наше имя Workspace Collection нашего, если смотреть на Azure, то есть это вот наши Workspace Collections. Workspace ID, да, непосредственно, который который мы создали с помощью этого консольного приложения. И который доступен в настройках нашей Workspace Collection. Да, то есть второй непосредственно только чтобы перегенерировать токены, которые будут, так что по сути нам нужен только первый ключ. Всю эту информацию вы сохраняете в своем приложении, после чего можно приступать к разработке непосредственно логики. Приложение достаточно простое на самом деле. Здесь был создан, начнем с пакетей, которые мы должны были подключить. Мы подключили вот эти, вот эти 3 NuGet пакета, которые, это по сути есть наша .NET SDK по работе с Power BI, то есть Microsoft Power BI API. Да, и после включения вот этих 4 точнее, пакетов, здесь JavaScript тоже включен, мы можем уже начинать работать, то есть не писать 2 раза логику по работе с некоторыми вызовами данного API. После этого нами был создан обычный простой один контроллер. Вот мы в этой секции мы достаем все вот эти 4 значения, которые я показал в веб-конфиге, то есть получаем API URL, access key и прочие значения. Дальше у нас есть простой метод index, это первая страничка, которая загружает, просто лендинг, я сейчас покажу это, когда запущу.
Reports — это вьюха, которая, как бы метод, который загружает вьюху со всеми репортами в вашем приложении. То есть у вас может быть несколько датасетов, и она грузит все, показывает все датасеты, которые у вас есть. То есть вот мы просто берем getReport и вставляем не более чем, то есть то, что я искал. Нам не нужен токен, чтобы получить репорты. Мы просто вставляем данные о коллекции workspace и workspace ID. После этого мы создали простую view-модель, в которой просто есть список репортов. И все это выводим на partial view. И также есть самый интересный метод этого всего приложения — report, где мы создаем наш Power BI клиент, который будет делать вызовы. Вот он создается. То есть это класс Token Credentials, предоставляемый SDK. Мы вставляем в него ключ наш, и после этого вставляем API URL, да, то есть который стандартный API Power BI. И наш клиент инициализирован. После этого мы получаем снова же все репорты, достаем через LinkView первый репорт и генерируем токен. Точнее, мы генерируем фабрику для токенов. Embed токен — это у нас по сути фабрика, в которой мы вставляем информацию о workspace, о репорте, который мы нашли, да, конкретный. И здесь дальше есть у нас перегрузки этого метода. Это не обязательно уже параметры username и роли, которые нам позволяют регулировать сам доступ к нашей модели. Я потом позже покажу, как это настраивать в самой модели, настроить сами роли и пользователей. После этого мы загружаем, генерируем ключ непосредственно из нашего. У нас есть access key и есть фабрика токенов. Мы генерируем токен, и все это выводится на вьюху, где снова же таки SDK предоставляет нам helper, метод расширения для HTML helper, который по сути преобразуется в iframe. Это можно посмотреть, открыв в Chrome, и увидеть через DevTools, что из этого все получается iframe, и в него мы посылаем информацию о репорте из нашей view-модели и access токен, который дает нам доступ к показу. Давайте запустим, посмотрим, как это все выглядит. Это у нас простой лендинг первый, то есть я показал примерно, как это можно использовать. То есть, допустим, есть какой-то сайт блога, да, где вы размещаете там свои посты, и у вас есть некая авторизация, да, то есть пользователей в эту систему. И после этого вы хотите показывать каждому пользователю еще вот непосредственно мы создали датасет в нашем workspace, он называется dataset 2. Мы открываем его и видим, что у нас iframe грузит наш репорт, который был нами создан. Вот, собственно, нам доступен сама вся графика, которую мы точно только что видели в Power BI Desktop. Все responsive, так сказать, мы можем все это фильтровать, менять, смотреть. То есть все возможности классического сервиса Power BI вам доступны здесь. То есть все, что вы можете делать, все это вы можете показывать в своем кастомном для своих целей, то есть в своем ASP.NET приложении. А тут какая модель использована для этого приложения в качестве данных? Здесь грузились, был загружен некий тестовый датасет статистики о продажах, и он был загружен, это не direct query, то есть это статические данные, то есть они были загружены, их было... Это база, да, база данных, не совсем файл, то есть я сейчас покажу ее более подробно в Power BI, то есть вот это та же база, это вот такая база из 5 табличек. То есть у нее есть связи, и по вот этим связям, соответственно, она берет и меняет, то есть, соответственно, фильтрацию. То есть я сейчас чуть покажу, как настраивается эта модель более. То есть вот, собственно, так это выглядит. Как
это все формировалось, то есть вот у нас есть эти все таблички с данными, то есть 5 табличек, которые были импортированы через, снова же она была создана сначала в SQL сервере, потом она просто импортировалась сюда, то есть мы залили это все. И здесь вы также можете указать, то есть вот у нас связи по дистрикту и district ID, да, то есть она показывает. Также вы можете выставить, какие будут, какая таблица с какой связана, и также фильтрация. То есть сейчас мы вот направление фильтрации, что имеется в виду. Сейчас вы указываете, например, то есть если вы меняете одну диаграмму, то у вас меняются какие-то, ну, фильтруются другие диаграммы, да, то есть вы куда-то нажимаете, то есть и происходит какое-то действие. Соответственно, здесь вы можете все это указывать. То есть вы указываете однонаправленная фильтрация или двунаправленная, то есть и там, если вы поменяете, то она будет. Все это доступно, вы можете также менять связи, типы колонок, все это доступно прямо в этом. Причем вот это приложение Power BI Desktop, оно абсолютно, то есть бесплатное, оно качается сразу, для этого не нужно никаких дополнительных средств. Теперь давайте перейдем к то, что я говорил, к тому, как валидировать логику доступа, да, то есть как один или другой человек может вообще достучаться, да, к приложению. То есть здесь у нас снова же в этой же прям программе Power BI Desktop есть моделирование, да, и управление ролями. Сразу хочу сказать, что в классическом сервисе Power BI вам доступно моделирование, там вы добавляете пользователей в роли, вы не добавляете через как бы вашу Active Directory, да, то есть если у вас есть какая-то база сотрудников, да, и вы добавляете их из существующих, уже добавляете их под какими-то ролями. Здесь, так как у вас нет, ну, как такового вот этого портала Office 365, которым вы это все задаете, вы не можете добавить явно пользователей в группу, но когда, то есть вся ответственность ложится ну, то есть под какой ролью получит репорт ваш конечный пользователь, вся ложится на разработчика. То есть вы указываете, он проходит у вас какую-то аутентификацию на стороне вашего приложения, да, и после этого вы, имея некую базу пользователей, под какими они ролями, да, будете уже, мы сейчас попробуем отфильтровать, создадим роли, обновим модель и попробуем посмотреть, как поменялась наш репорт, если мы как бы отправили запрос под другой ролью. Какая-то дефолтная есть роль для end-юзера? Паблик там? Нет, я не нашел дефолтной роли, то есть вот это вот ну как бы… Обязательно нужно указывать. Нет, если вы не… Если мы включаем вот эту систему. Если вы только включаете, то у вас все пользователи под всеми ролями как бы заходят. Ну, то есть все пользователи видят все. Да, то есть у вас по умолчанию нет никакой валидации. То есть я просто вот сейчас покажу, то есть и я то, что обнаружил, это если добавляешь, соответственно, ну это в принципе логично, что если добавляешь хотя бы одну роль, то уже, соответственно, ты так войти и увидеть все не можешь. То есть там уже обязательно должен, да, уже приходится создавать тогда какую-то роль, которая будет иметь, ну там типа админ, мы сейчас ее создадим и посмотрим. Как создается роль? Вот давайте создадим роль админ, да, у которой, соответственно, не будет никаких фильтров. Она будет просто как бы доступна, ну, ей будет доступно все. И также создадим роль, например, локального менеджера. У этого менеджера, то есть каждый менеджер ответственен в этом датасете, ответственный за определенный регион, да. Соответственно, ему не нужно видеть какие-то другие регионы, да, за которые, ну, то есть, которые он не должен знать информацию. То есть он должен видеть показатели по своему региону. Соответственно, мы можем отфильтровать district менеджера, да, и есть стандартная функция username, которая будет указывать на то, что district manager, то есть его имя должно быть равно username, который придет в токене. Да? То есть у нас есть там, если помните, было имя поле username, вот оно. И, соответственно, она проверит, то есть как бы совпадают ли эти имена, и применит правила, которые нужно. Сохраняем все эти данные. То же самое я проделал чуть ранее, поэтому мы сейчас не будем импортировать. Ну, то есть вот наши роли сохранились. Я не буду сейчас… то есть если бы вы это сделали изначально, то у вас, соответственно, поменялся файл модели, и вам сейчас нужно было бы обновить его в workspace Azure. То есть, да, то есть удалить оттуда прошлую модель, загрузить новую. Или просто загрузить еще одну модель, как еще один датасет. Да? Сейчас мы переходим в наше приложение и видим, что сейчас мы смотрели под ролью админа, да, то есть мы видели все. То же самое зеркально сейчас у нас находится в Azure Workspace. То есть сейчас, если мы
укажем... Мне остановили приложение. Да, то, что я хотел показать, то есть вот, чтобы не возникало каких-то вопросов, вот у нас District Manager, и у него есть District ID, да, то есть, соответственно, вот по вот этой связи как бы будет идти сейчас фильтрация. Останавливаем наше приложение и указываем менеджер роль и смотрим, какие у нас есть пользователи в табличке District. Вот у нас есть, например, пользователь Andrew Ma. Сейчас мы берем. Сейчас это делается как бы мануально, но то есть если бы у вас было больше приложений, соответственно, вы пишете логику, которая валидирует пользователя и потом определяет его роль, то есть все это будет делаться, естественно, автоматически. Я просто показал это более наглядно, просто чтобы не было нагромождения классов и прочей логики. Мы сохраняем, то есть теперь мы будем делать запрос как бы от имени Andrew Ma в роли менеджера. Запускаем наше приложение. И мы видим, что информации уже намного меньше, чем было. Ну, то есть можно вот сейчас наглядно сравнить с тем, как это было в начале, да, то, что видит полностью админ. И, кстати, то, что я не показал, вы можете, перед тем, как вы будете импортировать, да, модель Workspace, вы можете посмотреть, как будет видеть тот или иной пользователь. То есть вы можете вот посмотреть, как роли и менеджер, да, и посмотреть, как видит вот тот же Andrew Ma. Соответственно, вы увидите, как отфильтруется ваш репорт непосредственно для него. Ну, также останавливайте и потом смотрите от админа. То же самое мы увидели здесь. То есть у нас вот отфильтровалось только для определенного региона. Ну, то есть только для той информации, которая доступна этому сотруднику. Таким образом мы можем делать сервис, многопользовательский сервис, да, и настраивать некоторые права доступа. Какие-то... Что еще я хотел сказать? Ну, это, в принципе, все по настройке самой модели и по тому, как загружается, как настраивается сервис Power BI Embedded. Все, в принципе, довольно просто. Единственное, что, конечно, возможно, в скором времени доработают загрузку, то есть вся загрузка модели, все будет, создание Workspace будет проходить непосредственно в портале Azure, вам не придется использовать для этого API, да, непосредственно, то есть программное. Насчет загрузки данных у вас есть два, как я сказал, Direct Query и прямой импорт, да, то есть когда вы прямой импорт, это вы грузите, у вас все данные у вас лежат с самим файлом вот этом PBIX расширения, да, то есть ваша модель, то есть все данные уже лежат там, то есть когда вы импортируете его в Workspace Azure, у вас сразу данные, то есть лежат вместе с моделью, да. Когда это у вас Direct Query, это какой-то некий connection string, да, который тянет информацию из какого-то другого источника. Соответственно, после того, как вы загрузили на сервер, то есть, ну, условно говоря, в Azure, то есть, ну, по сути, на сервер, вы загрузили вашу модель, вам нужно выполнить, обновить ваш connection string, чтобы у вас корректно подтягивались данные. Какие преимущества в этом? То, что, естественно, Direct Query дает вам возможность, если у вас очень большие датасеты, вы не будете их загружать в модель, да, то есть если это миллионы записей. И также это, если это касается, например, Facebook, да, то это динамически, ну, данные, которые динамически меняются, их нельзя просто импортировать, то есть они должны постоянно меняться, и они будут по-разному визуализироваться. Но есть, ну, как по мне, небольшие недостатки, то есть у вас все таблицы, если это говорится про базу данных, они должны содержаться в одной базе данных. Запрос должен быть максимально простым, потому что, ну, в любом случае у вас будут ошибки, если он будет очень сложным, то есть так построена система. И он будет заставлять вас сделать SQL-запрос или какой-то другой запрос, да, более простым. Вам недоступна будет двунаправленная фильтрация, да, то есть то, что я показал, то есть только однонаправленная.
Ну и, соответственно, и запрет на изменение типа данных, ну, то есть те данные, которые хранятся в первоисточнике, вы не можете их менять сами. Это нормально. Полезные ссылки для вас — это портал для разработчиков Power BI, где есть информация по тому, что доступно в сервисе, какие есть новые возможности, и также документация непосредственно в Power BI Embedded, где вы можете увидеть, как настраивать, ну, то есть похожую информацию вы можете посмотреть там. Вопросы какие-то, возможно, есть? Да. Да, пока не совсем понятно, как делаются запросы, и вопрос такой. Некоторые заказчики используют, скажем, не Azure, а Amazon или другое облако. Есть возможность в Power BI работать с такими сервисами, или это исключительно вот услуга Microsoft, плотно связанная с Azure? Ну, это как бы Power BI и Power BI Embedded — это сервис Microsoft, да, и, естественно, она не будет работать с Amazon Web Services, да, то есть она будет доступна лишь, то есть, как вы видите, весь процесс разработки, весь процесс хостинга, да, то есть как бы вашей модели и подключения, он идет через Azure, да, соответственно, вы не можете именно использовать этот сервис, да, то есть визуализации с какими-то другими облачными провайдерами. А по поводу, я не совсем понял, повторите, пожалуйста, по поводу, не совсем поняли, как делать запросы. Ну, как происходит, вот тут табличку показывали, как происходит запрос, откуда идут query, где мы получаем workspace и так далее. Мы, по большому счету... В коде или в Power BI Desktop? Power BI Embedded. Не, вы табличку показывали. Схематичную на слайдах. Да. Вот тут оно. Нет, нет, на слайдах. Я понял, кажется, у вас. Как происходит, да, как происходит запрос. То есть, по большому счету, разработчик описывает, как мы выводим данные, в облаке у нас сами данные, и все это через облако превращается в веб-приложение. Да. Ну, то есть, по сути, мы просто в вашем веб-приложении, да, разработчик не делает какой-то особой работы. То есть он, по сути, его задача заключается в том, чтобы подключить нужные NuGet-пакеты, да, то есть подключить SDK, указать правильные настройки подключения, да, то есть к вашему workspace, и вызвать, правильно получить нужные данные и настроить права доступа, да, то есть вот в этом заключается ваш... Да, то есть внешний вид репорта вы тоже редактируете, то есть вы можете его задать каким хотите, сложнее, проще, и как он будет, какие данные, то есть все это вам доступно. Ну, то есть и процесс деплоя, в принципе, лежит тоже на вас, то есть как вы захостите, сколько у вас будет датасетов в этом вашем workspace, сколько workspace будет в коллекции, да, то есть все это вам доступно. Еще вопросы какие-то есть? Спасибо аудитории. В скайпе тоже нет вопросов. Поэтому мы благодарим Алексея, и я приглашаю от имени Smart Business всех на Pizza Break. Спасибо. Спасибо.